Я хотела бы буквально пару слов все равно сказать, чтобы представить нашего духовного отца, одного из пасторов церкви Вифиль в Рейдинге, Калифорния, человека, которого я знаю с 2010 года и который был голосом отца в моей жизни многие годы и до сих пор является. Вот, он замечательный отец, и у него есть внуки, он замечательный служитель, просто с удивительной глубокой мудростью и огромнейшим сердцем отца. Вот, поэтому я имею эту честь представить его снова. Мы так благословлены, мы так рады, что он с нами сегодня. Карл. I said all the truth about you. Yeah, you didn't translate that part, but okay, I'm all right with that. I do want to say this. When I came online today, I heard Zhinya praying. Я хотела бы такую вещь сказать. Я когда вошел, присоединился к вам, я услышал, как Женя молилась. And my Russian actually isn't that good. И мой русский как-то плоховат мой русский. So I didn't understand anything with my ears that she was saying. Поэтому я ничего не понимала, что она говорила по-русски. But I was reminded of how powerful words are. Но мне напомнили, я вспомнила о том, насколько сильны наши слова. That even though I didn't know what she was saying, I felt the power in those words. И несмотря на то, что я не понимала, что она говорит, я просто чувствовала силу в ее словах. This really doesn't have anything to do with what I want to talk to you about today. И на самом деле то, что я вам сейчас говорю, не имеет ничего общего с тем, что я хочу поделиться сегодня своей проповедью. But I did feel prompted to remind you that life and death are in the power of the tongue. Но я хотела бы просто напомнить вам о том, что жизнь и смерть во власти языка. Now, when I came up in the Christian faith, I was taught that be careful what you say because death is in the power of the tongue. И вы знаете, когда я только стал христианином, все, что я слышал о том, что будь осторожен с тем, что ты говоришь, потому что в твоих словах смерть может быть. And that's true. И это правда. You know that you can, with your words, speak death over someone. Вы знаете, что вы можете своими словами смерть высвобождать над людьми. And we would call that cursing them. И это называется проклятие. And that's not great. Это нехорошо. But here's what I want to tell you. Life is also in the power of the tongue. Но то, что я хочу сейчас вам сказать, что жизнь, она тоже находится на вашем языке, в ваших словах. And we can actually speak life over people. И мы можем говорить жизнь, над людьми. Yeah. We can declare life. Мы можем провозглашать жизнь. And we can declare life in relationships and in businesses and in cities and in nations. И мы можем провозглашать жизнь над семьями, над бизнесами, над городами. Yeah, and we're in a season right now where the whole world is sort of shut down. И мы находимся все в таком сезоне, когда весь мир, он закрыт. Все дома закрыты. I think it's time for us to declare life. И я думаю, что это время для нас, чтобы высвободить и провозгласить жизнь. So I'm going for it right now, Zhinya, if that's all right. So Father, in Jesus' name, we declare life. Отец, во имя Иисуса мы провозглашаем жизнь. Yeah, we declare life to the nations of the world. Провозглашаем жизнь твою в народы, в нации, по всему миру. That this virus and the fear of the virus would be shut down. Вирус и страх этого вируса, он будет остановлен. Yeah. And we declare life. We declare health. Жизнь и здоровье. We declare restoration.
Мы провозглашаем восстановление. We declare it for Russia, Мы провозглашаем это для России, for the United States. для Соединенных Штатов, Yeah, all of the Americas, all of Europe, для всей Америки, для всей Европы, Asia, Africa, Африки. all the nations of the world. We speak life in Jesus' name. Мы провозглашаем жизнь во имя Иисуса. And not just life from this virus, but also life in Jesus. И не просто жизнь от этого вируса, но жизнь во Христе, жизнь в Иисусе. That Jesus is the light of the world. Иисус есть свет этому миру. And we say, come, Lord Jesus, Мы говорим, приди, Господь Иисус, yet to the very ends of the earth. до самых краев земли. Yeah, in Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Okay, I'm finished for today. No, just kidding. That was just for you. Шутка была. I work with third year students at BSSM. Работаю со студентами третьего курса в школе BSSM, сверхъестественного служения. So they've already been trained a lot by the time they come to me. И к тому времени, когда они уже становятся третьекурсниками, они уже получают достаточную тренировку. And one of the things that I tell them is to leave every room better than you found it. И одно из того, что я учу их, чтобы они оставляли каждое место, каждую комнату в лучшем состоянии, нежели когда они туда пришли. Now, I believe we have that power. Я верю, что у каждого из нас есть сила. It's actually a command. Вообще это даже повеление. Jesus said that we are lights. Иисус сказал, что мы являемся светом, And we're to let our light shine. и мы позволяем своему свету сиять. And I remember when we were closing the last time we were together, Я помню, когда мы вот в прошлый раз с вами были вместе, and I prayed from Matthew 5 that Kировsk is a city on a hill. и я помолился из Матфея 5 главы, что Кировск — это город, стоящий наверху горы. It's a light on a stand. И что он светильник, который поставлен, чтобы сиять. And that you are called to let your light shine. И он призвал вас, чтобы ваш свет сиял. In the city that you're in. В том городе, где вы находитесь. And so with the third years, I tell them, when you walk into a room, I want you to think about how you can make it better. И когда я учу третьекурсников в школе, я говорю им о том, что подумайте, куда бы вы ни пришли, как вы можете это место сделать лучше, чем когда вы пришли в него. I had an argument with God one time. Однажды у меня спор произошел с Богом. And I was walking across a hallway and I saw a piece of paper on the ground. Я проходил мимо по коридору и увидел кусок бумаги на полу. And I just kept walking. И я просто проходил мимо. And I heard the Lord Идти мимо. And I heard the Lord say, "Are you just going to leave that paper on the ground?" И вдруг Господь проговорил ко мне: ты что, позволишь этой бумаге, этому мусору валяться? I said, "I didn't put that paper there." Я Богу говорю: я-то не положил, я-то не бросал этот мусор, я не сорил. He said, "I know you didn't put it there, but are you going to leave it there?" Но Господь сказал мне: я знаю, что ты не мусорил, я знаю, что это не твой мусор, но позволишь ли ты этому мусору продолжать там быть? And we argued for about 2 minutes there. И мы где-то спорили с Богом минуты 2, наверное. And he won. И он победил. And all I had to do was pick up a piece of trash. И все, что мне нужно было сделать, это просто взять этот мусор и выбросить его. But that was such a lesson to me, like for the rest of my life. Но для меня это было уроком на всю свою жизнь. That we've been called to leave a place better than we found it. Что мы с вами призваны оставить место, где бы мы ни находились, в лучшем состоянии, нежели когда мы туда пришли. And that's what it means to be a light on a stand, a city on a hill. И вот это и
значит, вот это и означает, что такое быть городом, стоящим наверху, городом, который светит для всех, светом для всех. So I tell these third years, leave the room better than you found it. И я сказала это третьекурсникам: оставьте место, куда бы вы ни пришли, в лучшем состоянии, чем до вас оно было. If you walk into the kitchen and your roommate left the dishes in the sink, what are you going to do about it? Если вы придете на кухню и увидели, что кто с вами живет в доме, оставил посуду в раковине немытую, что вы будете делать по этому поводу? Now that's when it gets real. Вот тогда вот все по-настоящему становится. Yeah, am I going to have it in my heart to leave this room better than I found it? Будет ли мое сердце иметь такое отношение, что я оставлю место в лучшем состоянии, нежели когда я пришел сюда? Now, like a lot of things in the kingdom, we start in the natural and then move to the spiritual. Много очень вещей в царстве. Мы начинаем с естественного, и потом мы двигаемся выше, в сверхъестественное. So human beings are triune beings, just like God is. We're spirit, soul, and body. И мы, люди, мы с вами триедины, точно так же, как Бог, да? У нас есть дух, душа и тело. God exists in three persons, and so do we. Бог существует в трех лицах, да? Отец, Сын и Дух Святой. Точно так же мы триедины. So here's a seed that I want to plant in you today. И это семечко, которое я хочу посадить сегодня в вас. That you can change the physical, the spiritual, and the emotional climate of any room that you're in. Что у вас есть сила принести изменения на трех уровнях: на духовном уровне, душевном, эмоциональном и физическом уровне, в любом месте, куда бы вы ни пришли. Now, it might start with a piece of paper on the floor, but that's not where it ends. Может все начаться просто с кусочком мусора на полу, с бумажки на полу, чтобы ее убрать. I can actually leave a room better emotionally, and I can leave it better spiritually as well. Но это только начало, да? И я могу оставить место, чтобы оно было в лучшем состоянии эмоциональном и в лучшем состоянии духовном, куда бы мы ни пришли. Okay, is this making sense so far? Кому из вас понятно, о чем я говорю? Кто, помашите рукой. Okay, good. A thermometer. Let's talk about a thermometer for a minute. A thermometer registers the temperature in a room. Поговорим о термометре, да? Вы знаете, что термометр показывает температуру в комнате. It just tells you how hot or cold it is. И когда вы смотрите на термометр, он просто показывает, холодно или жарко, да? Okay. And so for a long time, we thought it was being very spiritually discerning to walk into a room and tell you how cold or hot it was. И какое-то время многие из нас думали, что это является очень духовным определять духовную атмосферу. То есть мы входим в какое-то место, и мы определяем, что в этом месте, какая духовная атмосфера. Now, that's good, but there's a higher level. И, это само по себе неплохо, но существует более высокий уровень. But it would be like going into a room and the light was out, but you walk into the room and say, oh my goodness, it's very dark in here. Это точно так же, как если бы вы вошли в комнату, и в этой комнате перегорела лампочка, нету света. И вы входите в комнату и говорите: о, вот это да, темно здесь, темно. It's very light in here. It's very light. Yeah, that's not a high level of spiritual discernment. То есть, если вы войдете в темную комнату и скажете, что там светло, это не хороший показатель духовного
ну, неправильно, да, неправильная оценка ситуации. So we're not called to just walk into a room and determine how light or dark it is. Но мы с вами не призваны просто войти в комнату и дать определение тому, темно в комнате или светло. We're called to go into a room and make it brighter. Мы призваны войти в комнату и осветить ее, сделать ее ярче, сделать ее светлее. We can leave it better. Мы можем вообще оставить комнату в лучшем состоянии. And it starts with discernment. И это может начаться с понимания, да, диагностики. But it moves to partnering with heaven to release the kingdom in every room that I'm in. Но дальше это должно перейти в наше сотрудничество с небесами о том, как оставить это место, ну, как принести изменения и улучшить состояние. Now listen, I believe this. Я верю в это. I believe I can leave every room better than I found it. Я убежден в своем сердце, что я могу оставить любое место в лучшем состоянии, нежели когда я туда пришел. Physically, spiritually, and emotionally. Физически, душевно и духовно. На 3 уровнях. Now, I'm certain of this. If I come home in a grumpy mood, in 5 minutes, the whole house will be grumpy. Вы знаете, я заметила такую вещь, что если я приду домой, и я пришел домой в таком, у меня нет настроения, я ворчу, да, то я через 5 минут, требуется только 5 минут, и весь дом охвачен моим настроением, и вся атмосфера такая же начинается. My wife will be grumpy, the children, even the dog will be grumpy. Моя жена начинает ворчать, мои дети начинают ворчать, даже моя собака начинает ворчать. In other words, I'm affecting the emotions of the room. Другими словами, я связан с эмоциями в комнате, я связан эмоционально с людьми. Remember, death and life, right? Помните, жизнь и смерть. But I can also affect the room better if I come home partnering with heaven to release joy, to release patience, to release peace. I can leave that room better than I found it emotionally. Но я также могу влиять на атмосферу в этой комнате и оставить ее в лучшем состоянии через то, что я высвобождаю терпение, мир, радость, любовь и так далее. I don't do it perfectly. Nobody does it perfectly. И вы знаете, я не делаю это совершенно, и никто из нас абсолютно совершенно это не делает. We all have moments. У нас у всех бывает момент. But I know this, I have a call from heaven to be a light. Но я знаю это, убежден в своем сердце, что мы призваны быть светом. And so do you. И точно так же и вы. So I can walk into a room and leave it better. I can walk into a business. If I'm going to work in a company, I can leave that company better than I found it. Я могу в комнату входить и изменять атмосферу. Я могу прийти на работу или в какой-то бизнес, если я иду туда, и я могу оставить эту работу и бизнес в лучшем состоянии, чем до меня. If I walk into a city, I can leave the city better than I found it. Если я приезжаю в город, я могу оставить этот город в лучшем состоянии, нежели нежели до меня, когда он был. I can leave every relationship. I can leave people better than I found them. И в моих взаимоотношениях с людьми я могу оставить людей в лучшем состоянии, нежели когда мы встретились с ними. I want that to sink in for a little. Я позволю этому просто впитаться в вас. In every relationship, I can leave the people better just because I release some of the kingdom of heaven into their life. И в любых
взаимоотношениях я могу оставить людей в лучшем состоянии, нежели они были раньше, из-за того, что я высвобождаю Царствие Божие. Now, that doesn't mean that people are our projects. Это не означает, что нам нужно людей рассматривать как проект какой-то. Nobody likes to feel like someone's project. Никому не нравится чувствовать, что я чей-то проект. Because the truth is, I'm called to serve people. Но истина заключается в том, что я призван служить людям. And I want to suggest to you that in the serving of people, I can actually leave them better. Но я хотела бы предложить вам такую мысль, что в вашем служении людям вы можете оставить их в лучшем состоянии, нежели до того, как вы встретились с ними, до того, как вы нашли. And it's not that different. If I walk into a city, I'm not here to tell them what to do. I'm here to serve them. И это точно так же, когда я приезжаю в город, я не просто хочу сказать всем, что делать, но я приезжаю туда, чтобы служить. Here at Bethel, we had it in our hearts to serve our city. И у нас в церкви в Вифиле мы имеем в сердцах желание служить нашему собственному городу. We really wanted to bless them. И мы действительно хотим благословить наш город. Now, it would have been one thing for us to just, pray for them or, give them what we thought they needed, but instead we asked them what they needed. И, конечно, мы могли бы сделать просто, мы, конечно, могли бы молиться за них и просто дать им то, что мы считаем им нужно. Но вместо этого мы пришли к власти города и спросили, что вам нужно, как мы можем вам помочь. And so they said, well, we really need help in our city with our parks, our trails. They're overgrown with weeds. We don't have the people to maintain them. И когда мы пришли к власти, к администрации города и спросили, как мы, как церковь, можем помочь городу, они нам сказали следующее. Да, у нас есть нужда в том, чтобы парки и другие там места, где природа, где деревья, нужны люди, чтобы там все убрали, почистили, в общем, позаботились о целых больших территориях в городе. And you may have said this, Virginia, I'm not sure, but there's garbage on the ground, the weeds, the trees need to be trimmed. Everything's a mess. То есть очень много было мусора, очень много было всяких веток наброшенных, то есть всего того, что надо было почистить и убрать. And so our fathers, our leaders said, okay. И наши духовные отцы и лидеры, они сказали, хорошо. And so we put together teams of students, and every week they go out into the city and clean it. И то, что мы сделали в нашей церкви, мы организовали группы студентов в школе, которые выходят, и они просто чистят улицы, чистят парки и вот эти вот, где кусты, там, всю эту территорию. It's not very glamorous. И это на самом деле не выглядит очень красиво и It's dirty. гламурно. Это грязная работа. But we're being a light. Но мы светим светом. And that's what the goal is, to leave it better than we found it. И это является целью, чтобы оставить место в лучшем состоянии, нежели мы его нашли. So this is the charge that we have from heaven. Leave every place better than we found it. И это то задание, которое нам дано с небес, оставить место, куда мы пришли в лучшем состоянии, нежели до нас, когда оно было. So there are a couple of things that have to be in place for us to be able to do that. Но пара вещей должно произойти для того, чтобы это совершилось. I have to be self-aware.
мне нужно мне нужно понимать себя. That's just simply that I'm aware that I will affect every place I am in. I need to be aware of how I am. Мне нужно понимать, кто я. Мне нужно понимать себя в том месте, куда бы я ни пришел. I need to be aware of what I'm sensing, what I'm feeling. Мне нужно понимать, что я чувствую, что я переживаю. But the most important thing is that I need to be aware that I am going to affect this room. И более важное, мне нужно понимать, что я имею воздействие на то, что вокруг меня, на то место, где я нахожусь. Что я воздействую, я влияю. Or this business, or this city, or this family, or this person. Либо, может быть, это моя семья, или мой бизнес, или же моя работа, или же человек, с которым я в отношениях. I'm going to affect them. Я буду воздействовать, я имею влияние. Whether I like it or not. Нравится мне это или нет. Whether I'm aware of it or not. И осознаю я это или не осознаю, я буду воздействовать. So it starts with me being aware of me. То есть все начинается с того, чтобы нам понимать себя, осознавать, кто мы. And the next thing is I'm aware of heaven. И следующая вещь — это осознавание небес, понимание небес. Jesus said, I only do what I see my Father doing. Иисус сказал, что я делаю только то, что я вижу Отца делающим. So here's what I believe. In every room that I walk into, Jesus is already there. И вот то, во что я верю, что в любое место, куда я вхожу, Иисус уже там. He's been waiting for me. И Он ждет меня там. And I walk in and there he is. И я вхожу, и вот Он там. And now it's me and Jesus and the room. И теперь я и Иисус в этой комнате. He's already at work. Он уже работает. And I just join him in what he's already doing. И я просто вливаюсь в ту работу, которую Он уже делает. Now, Jesus is already at work in you. Иисус уже работает внутри тебя. And here's what I believe, whether or not a person is a Christian, he's already at work in them. И вот что я верю, что независимо от того, верующий человек или неверующий, христианин или нет, Бог все равно работает в его жизни, что-то делает в его жизни. He's already working. Он уже работает. And so it's very simple for me to just join in what he's already doing. И поэтому для меня легко влиться в ту работу, которая уже совершается Богом. If I see someone, we have in America, we have a problem with homelessness. В Америке у нас есть проблема с бездомными. And this is a big issue in our country, and we're praying, we're asking, we're working with the government to solve this problem. И это большая проблема, мы молимся за это, и мы также сотрудничаем с правительством, чтобы найти решение для этой проблемы. So if I see someone who is homeless, I know Jesus is already at work in them. Поэтому, когда я вижу кого-то бездомного, я знаю, что Иисус уже работает в нем. In our culture, they are the lowest of the low. А в нашей культуре они являются самым низом, то есть на самом низу находится общество. And they're created in God's image. Но они созданы по образу Бога. And what's true about my life is also true about theirs. И то, что истинно для моей жизни, является истиной также для их жизни. That God has called them. He has a plan for their life. Бог призвал их, и у Бога есть план для их жизни. Remember, it's while we were yet sinners that Christ died for us.
Помните, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. And Jesus said, if I be lifted up from the earth, I will draw all people to me. И Иисус сказал, что когда я вознесусь, то я привлеку к себе всех людей. And so it's actually not difficult to partner with God's vision for someone. Поэтому это абсолютно не тяжело, не трудно сотрудничать с Божьим видением для определенного человека. And we use this phrase, calling out the gold in them. И мы используем такую фразу: мы призываем, или как, призываем золото в них. That inside all of us, God has his image. Каждый из нас создан по образу Его. He has a plan and a call and a future. И у каждого из нас есть Божий план. Для каждого из нас есть Божий план и будущее, и надежда. So, despite what our eyes see about this person, Несмотря на то, что я вижу вот в этом человеке, на этом человеке сейчас, we want to see them from heaven's perspective. мы хотим увидеть его с перспективы небес, то есть то, как небеса смотрят на него. And so faith is calling that which is not as though it were. Вера называет несуществующее как существующее. And so we can actually begin to partner with heaven to release people's destiny over their lives. Чтобы мы начали сотрудничать с небесами, чтобы высвобождать Божье призвание и судьбу в жизнь людей. We're leaving them better. Мы оставляем людей в лучшем состоянии, нежели раньше. Isn't that what Jesus did when he came? Не это ли же самое сделал Иисус, когда Он пришел? John says the reason Jesus came was to destroy the works of the enemy. John said. Иоанн сказал, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела врага. He left the world better than he found it. He left the world better than he found it. Иисус оставил мир в лучшем состоянии, нежели когда Он пришел в этот мир. And that's what you and I are called to do. И это то, что мы с вами призваны делать, то же самое. To leave the world better than we found it. Оставить мир в лучшем состоянии, нежели мы, когда пришли в него. Jenya, I might want to shift gears here a little bit, but maybe we should just pray for a bit. Does that sound okay? Yeah, sure, whatever. So just let's get in receive mode. Мы сейчас помолимся, и вы можете просто принимать. Well, so I release over this church Над этой церковью a new grace from heaven новую благодать с небес, to leave every room better than you found it. чтобы оставить место, в котором вы находитесь, лучше, чем когда вы туда пришли. Every room, every person, every city, every business, every church. Каждую комнату, каждого человека, каждый бизнес, каждую семью, каждую церковь. That we were called by heaven to be a light. Потому что мы призваны небесами быть светом. And that you are a light. И вы есть свет. So I release you to shine. Я высвобождаю вас сиять. Put it under a basket. No, you've been called to shine. Вы можете basket, no. Yeah. A basket, yeah. Hide it under. Put it under a basket. Вы можете hide it under the basket. Yeah, you know the part in Matthew, you don't hide it, you don't hide the light, you let it shine.
Вы не прячете свет под кроватью, вы не прячете свет, но вы призваны, чтобы сиять. So I release you to release your light. Я высвобождаю вас, чтобы вы высвобождали свет. And I release you to partner with heaven. Я высвобождаю вас сотрудничать с небесами, To be lights in the world. чтобы быть светом в этом мире. In Jesus' name. Во имя Иисуса. So say, I receive that. И скажите со мной, я принимаю это. Jenya, what would you like to do now? You want me to keep talking? You want me to shift gears? What's on your heart? What's on your heart? I think it might be also good to have question and answers at some point, but Okay. But if you have anything else on your heart to share. Well, I mean, I could jump into a lot of different directions from here, but it could be lengthy. So why don't we just see if anyone has any questions and see where it goes? We have time. We have plenty of time. Okay, well, let's do a few questions and just see if this goes anywhere. И мы сейчас с Карлом обсуждаем, как лучше. Do you want to direct the question, like a topic of a question? Well, just on what we talked about. I mean, does everyone understand that? Do you have any thoughts about it? Мы сейчас немножко меняем направление, и Карл предлагает, чтобы вы могли задать вопросы. Вопросы могут касаться вот того, что он только что поделился посланием, можно с прошлого послания, можно другие любые вопросы. Как вы? Вы можете просто включать свой микрофон и начинать говорить. Можете не ждать. Просто да. Карл, спасибо вам большое. Все, что вы сегодня сказали, было в моем сердце очень-очень давно. И мы в нашей церкви уже начали светить в отношении нашего города. Конкретно касается нашей медицины в связи со сложившимися обстоятельствами. Спасибо, что вы нас поддержали в этом, укрепили и дали дальнейшее направление. Благодарим вас. So she's saying, Carl, thank you so much for sharing what you have said. And this message has been on my heart already for a long time. And in our Kировsk church, we actually started to do something. And we, she didn't tell fully, but we collected an offering in our church, and we offered to our hospitals, and we just came and we asked what they need and how can we give some money, but they didn't want money. They told us what they needed, and we just bought that for them. And they, so we just only started this like little thing that you are sharing about. And she said, it's been on my heart for a long time. I love that. That is beautiful. I feel like that's what I'm talking about. You're partnering with heaven, partnering with Jesus to release the kingdom in the earth. And to me, that's what the gospel is. We're being lights. We're releasing the kingdom. Это просто прекрасно, потому что, просто я люблю это. И это и есть Евангелие. Евангелие заключается в том, что мы являемся светом в этом мире, что мы сотрудничаем вместе с небесами для того, чтобы принести свет везде, где мы не находились бы. Карл, у меня вот такой вопрос. Я бы хотел, чтобы вы поделились своим опытом, как вы в своей жизни меняете атмосферы в разных ситуациях. Нам бы хотелось бы увидеть ваши свидетельства, услышать их, чтобы это было бы реально, как это у вас происходило в вашей жизни. Спасибо. Carl,
That's really cool what you shared, and I think we would like to hear some examples, like from your life. How do you change the atmosphere? How do you change the place? Like maybe some testimonies or some examples from your life. How do you do this personally, you? That's great. First of all, I love the background there. Прежде всего, мне очень нравится background where. Of this picture. A lot of compliments. Рома, ты опять комплимент получил по поводу своих обоев. Мне нравится, как твои обои сзади. I grew up in Florida, and that reminds me of the ocean Thank you in very much. Florida where I grew up. Я вырос во Флориде, поэтому мне это напоминает Флориду и океан. I didn't know it was that warm in Russia, though. Я не знала, что, оказывается, в России. It's just Берег говорит, это просто в его комнате так. Мы очень скучаем по отдыху на море, на океане. We really miss resting on the sea, in the sea and ocean. So Yes, lovely. we miss vacation. So to the question, there are many things that I do. Возвращаясь к вопросу твоему, есть очень много вещей, которые я делаю. It begins with this. It begins by believing, really believing that I can be a positive influence everywhere I go. И все начинается лишь с того, что я верю о себе, что я могу быть положительным, что я могу иметь положительное влияние везде, куда бы я ни пришел. It's not just a concept. I really believe I can leave people, cities, churches better than I found them. То есть не просто иметь это как теоретическую, что какую-то теорию в своей голове, но внутреннее убеждение, что я могу изменить и могу положительно влиять на любое место, где я нахожусь. Now, I mentioned before that sometimes the natural comes before the spiritual. И помнишь, я уже упомянул, что иногда на естественном уровне начинаются изменения до того, как сверхъестественное. And that's the way it works in the kingdom often. Точно так же работает в Царстве Божьем. We're faithful with a small thing, and then we're made master over a great thing. Мы верны в маленьких вещах, и тогда Бог ставит нас над чем-то больше. So I'm the one that gives this message to our students. I have to walk it out. И поскольку я даю это послание своим студентам, мне нужно это послание проживать самому. This is real. Это реально. So if I walk into the restroom, I have to leave it better than I found it. Если я вхожу в туалет, мне нужно оставить его в лучшем состоянии, чем я туда пришел. Or it's not true. Либо это тогда неправда. So if I go into the men's room, usually women are probably cleaner than men, but the men's room is always a mess. Обычно, когда я захожу в мужской туалет, я думаю, что женский туалет почище, но мужские туалеты, они могут быть в беспорядке. Where you wash your hands, there's water all over everywhere. It's a mess. Например, кто-то помыл руки, и там вода везде по всей, везде разлита и беспорядок. So I'm very serious when I say I can't give this message and not be the man that cleans that up. И я серьезно говорю о том, что когда я проповедую о чем-то, я не могу быть тем, кто не живет таким образом. Just a couple of weeks ago, the whole California is all on lockdown. And so we closed the building where my office is at Bethel. И, может быть, вы знаете, вся Калифорния сейчас закрыта, все люди, они должны сидеть по домам, и мы закрыли офис, и включая мой офис в церкви Вифиле.
So I had to go in and get something from the office about a month ago. И где-то месяц назад мне нужно было возвратиться в офис и кое-что собрать. And so I walk in, I get what I needed, and as I'm walking out, I just check on things to make sure the building's okay. I go into the kitchen. И я зашел в офис, и я, чтобы что-то забрать, и потом я просто проверяю, все ли в порядке, все ли на местах и так далее. И я захожу на кухню. And there were dirty dishes in the sink. И вижу, что на кухне просто груда грязной посуды. And they had been there for about a month. И такое ощущение, что эта посуда месяц где-то уже в этой раковине находится. And they were nasty. И уже плохо пахнет от истухшихся продуктов там. And I'm looking at these dishes in the sink, knowing that I'm the guy that gives this message. I've got to clean them up. И я смотрю на эту груду посуды в этой раковине, и я знаю, что я это тот человек, который проповедует это послание. Why? Because if we're faithful with the small thing, God will entrust with us greater things. Почему? Потому что когда мы верны в малом, то тогда Бог доверяет и ставит нас над большим. This is how it works in the kingdom. Это то, как действует в Царстве Небесном. Faith with small, master over great. Будь верен в малом, и тебя поставят над большим. So there are a lot of examples in my own life of just being faithful with something that didn't feel like the kingdom, but it actually was the kingdom because it was a small thing that God was using to promote me with. И есть на самом деле множество примеров в моей жизни, которые я пережил, когда Бог предлагал мне такие маленькие моменты для того, чтобы, которые не казались, что они какую-то связь имеют с Царством Божьим, но они на самом деле являлись моментами, где я мог проявить свою верность, чтобы Бог мог меня дальше продвинуть. Before I became a pastor, when I was in school of ministry, I had a job at a department store at Macy's. И до того, как я стал пастором в церкви Вифиль, одним из пасторов, я был студентом в школе сверхъестественного, и у меня была работа в магазине Macy's, это большой универмаг. It was the lowest job in the whole company. И я имел самую низкую должность во всем этом универмаге, во всей этой компании. Я занимал самую низкую должность. We unloaded the truck early in the morning. Мы рано утром разгружали грузовик. And it worked well with my school schedule. И просто мне эта работа подходила по расписанию. Я мог учиться в школе, в сверхъестественном. But it was the lowest paying job they had. Но это была самая наименее оплачиваемая работа, которая у них вообще была. But it's the only job that I could find. И это была единственная работа, которую я мог найти. So I took it. Поэтому я согласился на это. I didn't make that little money for 20 years. I had to go back 20 years to make what I was making working at Macy's. Does that make sense? You were... I hadn't made that money since like the 1980s, and I was there in the 2000s. Does that make sense? I wasn't making much money. Моя зарплата была настолько маленькая, это был 2000 год, но моя зарплата по размеру была такая же, которую я получал в 80-м году. То есть он просто сравнивает, что это была очень низкая зарплата для того времени. But I was happy to have a job. Но я был счастлив просто иметь работу на тот момент. And so one day I heard the Lord say, you have to give them the job that you're capable of doing, not the job that you're getting paid for. You have been given. No, one day I heard the Lord say, you have to give them the job that you're capable of doing, not the job they're paying you for.
И однажды Господь мне сказал такую вещь: ты призван, чтобы работать так, на что ты способен, а не так, за что тебе платят. I said, Lord, that's not fair. Я сказал: Господь, ну несправедливо это. They're paying me the minimum, and you want me to do a better job than they're paying me for. Они мне платят минимальную зарплату, а ты хочешь, чтобы я работал по максимуму. And so I knew that I knew that I knew that if I was faithful with this little thing, God would make me master over great things. Но я знал, что если я верный в том, что Бог мне дал, то Бог поставит меня над большим, Бог продвинет меня. And so it looked like just being a light in my job. И для меня это было, выразилось в том, что я должен был быть светом на своей работе. It started by me giving everything that I had to that very small job. И для меня потребовалось то, чтобы я отдал все, что я мог, вот на этой маленькой работе с минимальной зарплатой. And here's what else I know, that if I hadn't been faithful there, I wouldn't have been promoted where I am now. И еще одну вещь, которую я знаю, что если бы я на тот момент не был верен в том, что Бог мне доверил на то время, Бог не продвинул бы меня в то место, куда Он продвинул. So I can say this, I know that I left that place better than I found it. Я могу с уверенностью сказать, что я оставил свое место в лучшем состоянии, нежели когда я туда пришел. You know, if you're renting an apartment or a house, if you're renting it, Если вы арендуете или снимаете квартиру или помещение, it's not yours, but you can still leave it better than you found it. она не ваша, она не принадлежит вам, но вы все равно можете оставить ее в лучшем состоянии, нежели когда вы туда въехали. So now I'm talking in the natural. Let's talk about relationships. И сейчас я говорю про естественный уровень, да, на естественном уровне. Но сейчас я хочу перейти на сверхъестественный. I absolutely believe that when I am with people, that I can affect them for the better. Я абсолютно верю, что когда я общаюсь с людьми, то я могу влиять на людей положительно, оставить их в лучшем состоянии. And a lot of that begins at home. И многое из этого реализуется дома, в наших семьях. I don't really like false Christianity. Мне не нравится, знаете, искусственное христианство. Let's just laugh at that. Yeah. It has to be real at home. Христианство должно быть реальное дома. Now, I was talking with a colleague some years ago, Несколько лет назад я разговаривала со своими коллегами, and we were talking about this subject that we're talking about now. и мы And общались на вот эту тему, как раз про которую мы сейчас говорим. he told me he actually, when he is driving home from work, he pulls his car over and thinks about how he is going to be when he walks through the door of his own home. И мой коллега мне рассказал, что он вообще, когда он возвращается домой, он едет домой, он должен припарковаться где-то и остановить машину и подумать, как он возвратится домой, то есть в каком состоянии, что он принесет, как он будет входить домой, входить в свою семью. And at that time, his wife was home with the children, and they had small children. И вот в то время его жизни, его жена, она оставалась дома, и она следила за маленькими детьми, у них были маленькие дети. So he began to think about how he could walk through the door and be a positive change for the environment. И ему нужно было как бы вот эту паузу сделать и остановиться после работы, чтобы продумать, как он возвратится домой, как он может принести положительную атмосферу, положительное влияние в свою семью. Yes.
So that stuck with me. I really loved that. And so I began doing that myself. И это, вот то, чем он поделился со мной, меня очень глубоко коснулось, и я стала это сам делать в своей жизни. So as I come home, it doesn't matter what kind of day I had. I could have had a terrible day out there, but I know that I am going to affect my family when I walk in the door. И вы знаете, ну, бывает на работе и в жизни разные дни. И бывают моменты, когда у меня был ужасный день, плохой день, да, на работе. Но я понимаю, что я, когда буду возвращаться домой, я не собираюсь приносить это вместе со мной в мою семью. And so my wife may be, pulling her hair out, the children are, going crazy in the house. И может быть, когда я приду, жена там на себе волосы рвет, и дети все с ума сходят. But I know Jesus is already there too. Но я знаю, что Иисус уже там также. And so to me, it looks like walking in and seeing what Jesus is doing and partnering with him. Для меня это означает войти домой и сотрудничать с тем, что делает Иисус у меня дома. And I will tell you this, usually it starts with words. И я могу сказать следующее. Обычно это начинается со слов. Yeah, words are an expression of an attitude or a heart posture. Потому что слова являются выражением твоего сердца и твоего отношения. Now, I know Jesus is always speaking life over me. Я знаю, что Иисус всегда надо мной говорит жизнь. He ever lives to make intercession. He's always praying for us. He's always speaking over us. То есть Он назван ходатаем за нас. То есть Он всегда только положительное и хорошее говорит о нас. So that's his heart for me. I can have that heart for others as well. И это Его сердце по отношению ко мне, и это то, что Он имеет по отношению к другим. And oftentimes it starts by just speaking life. И очень часто это все начинается с того, что мы начинаем говорить жизнь. And that's not hard. That's actually easy. Это не сложно, это вообще на самом деле легко. We just begin to speak what we know is true of the person or the situation, regardless of what we see with our eyes. Это то, когда мы начинаем говорить то, что является истиной в отношении этого человека или в отношении этой ситуации, независимо от того, что мы видим своими физическими глазами. If I see difficulty, that's being a thermometer. If I change the room, that's being a thermostat. Если я вижу какую-то проблему или трудность, то это то, что делает термометр. Если я приношу изменения и решения в эту проблему и ситуацию, то я уже тогда термостат. Я меняю. And we're called to be thermostats, not just thermometers. Мы с вами призваны быть термостатами, а не термометрами. Yeah. So it looks like coming into a room and seeing what God's doing, partnering with him, releasing joy. I have joy in my heart. I can actually release it. It's impartable. И это выглядит так, что я прихожу куда-то, и я понимаю, кто я, в каком состоянии, что я переживаю. Я сотрудничаю с небесами и понимаю, что небеса сейчас делают. И я могу, например, высвобождать радость. Радость, она вообще что-то, что передаваемо. Yeah, sometimes the best thing we can do is just laugh. Just release joy. Иногда самое лучшее, что мы можем сделать, это просто посмеяться и высвободить радость. Yeah, that's a good word right there. That's for someone, by the way. Like joy is powerful. Это замечательное слово. И оно, кстати, я чувствую, что для кого-то, что радость имеет огромную силу. Somebody called me Santa Claus last time I spoke here. Oh. But seriously, sometimes that's all it takes. We just partner with heaven to release joy or peace or patience or kindness or gentleness, any of the fruit of the Spirit. И иногда это вот то, что
требуется от нас просто высвободить дар Святого Духа, радость, мир, любовь, долготерпение и так далее. Jenya, is the man's name Roman? Who's the man that asked the question? Роман, yes, Роман. Raman, yeah. So to that question, sometimes in the kingdom, you walk into a room that's really clean. Вот, Рома, возвращаясь к твоему вопросу, иногда ты приходишь в какую-то комнату, и эта комната очень чистая. I mean, it's easy to clean up a messy room. It's easy to clean up. Easy to clean up a messy room, yeah. You know what to do. Это легко убраться в комнате, где беспорядок. How do you leave a room better when it's actually really clean? А вот как оставить комнату, которая и так уже в порядке, еще в лучшем состоянии? Yeah. When I don't know how much you want to say about this, Jenya, but so when I became the leader of the third year school of ministry last year, the room was really clean. Вот то, что я хочу сказать, когда я стал пастором над студентами третьего курса в школе сверхъестественного, то я скажу так, что все уже в служении и так блестело от чистоты. In other words, they had a great program going before I ever came. То есть, другими словами, у них уже замечательная программа шла и до того, как я вошел в это. And now I'm the leader of it. И теперь я лидер, который возглавляю это. So for me, it became the next question was, all right, how can I make a good thing better? То есть для меня это уже теперь второй вопрос. А как же мне хорошие вещи еще лучше сделать? Yeah. Now, I know I wouldn't have been put in that position if I wasn't faithful down here with small things. Я знаю, что мне бы не доверена была эта позиция, если бы я не был верен в маленьких вещах, которые мне были даны до этого. Yeah, and to Ramon's question, it is like that begins a process of prayer, of partnering with heaven about doing the thing even better than it was before. То есть, отвечая на этот вопрос, Рома, я также хочу сказать, что еще есть другой уровень, когда мы делаем уже хорошие вещи лучше, чем они. We definitely don't want to wreck things. Ничего не хотим разрушить. That would be bad. Это было бы плохо. Разрушить уже все хорошее, что есть. But I do believe God always wants things to go from good to great. I think He's always looking to improve. Я верю, что Господь всегда хочет из хорошего превращать в более великое. И Он всегда работает над тем, чтобы что-то улучшить. In other words, the kingdom is always expanding. Другими словами, Царство Божие, оно всегда расширяется. In Isaiah, He said, of the increase of His government and peace, there will be no end. И в Исаии, помните, место есть, где написано, что, я сейчас на русском пытаюсь вспомнить, как бы от увеличения Его владычества, умножения Его владычества нет предела. Yeah, so it just keeps getting better. То есть оно увеличивается, оно становится еще больше, лучше. And so for me, it began a process of asking, of praying, of observing, of waiting, and that's how we do it. И для меня начался такой процесс, чтобы спрашивать, смотреть, молиться и понимать, что Он делает, это то, как мы делаем. Yeah. Hope that answers Ramon's question. Я надеюсь, что это отвечает на твой вопрос, Ром. Let's do one more, Jenya. Может быть, еще кто-то, еще один вопрос. Давайте быстрее. Еще один вопрос. Можете включать микрофоны просто.
Хотела спросить, Карл, а у вас когда-нибудь приходилась встреча с человеком, который нуждался в освобождении? И как вы с ним общались? Ученики же всякие у вас были. Вы имеете в виду про студентов или вообще встреча с любым? Вообще можно с любым или, да. So, Carl, I just wonder if you ever met a person who needs deliverance, and if you come across with this person, you know, what experience did you have, and what did you do? Yes is the answer. Da. It's not uncommon to find people who are in need of deliverance. In other words, who are really being affected by unclean spirits. Now, we still believe in that, by the way. И это на самом деле абсолютно не редкость встретить людей, которые нуждаются в освобождении, то есть, другими словами, люди, которые находятся под влиянием нечистых духов. И, кстати, я хочу сказать, что мы верим в том, что люди могут находиться под влиянием нечистых духов. So this could be, Jenya, if this gets a little out there, you can filter it however you want. So usually the people that I come across that need deliverance actually want it. They want deliverance. Большинство людей, с которыми я встречаюсь и которые нуждаются в освобождении, большинство людей, из этих людей, они хотят этого освобождения, то есть они уже знают и хотят освобождения. Now, both Paul and Jesus did deliverance on people who didn't necessarily want it. Paul and Jesus. Павел и Иисус, у них были случаи, когда они освобождали людей, которые даже не просили этого освобождения. То есть они, в принципе, даже не хотели, но Павел и Иисус освободили их. Yeah. So that's like a very high level of deliverance authority. Достаточно высокий уровень власти и освобождения. In my situation, I rarely do deliverance on someone who doesn't want to be delivered. В моем личном случае я практически никогда не приношу освобождение тем людям, которые этого не хотят. То есть я приношу освобождение только тем, кто хотят этого освобождения. In other words, they already want to be free. То есть они, другими словами, эти люди уже хотят быть свободными. Now, if someone wants to be free, that's 3/4 of the battle. И если кто-то хочет быть свободным, это уже, считай, третья часть сделана. Yeah, that's most of the fight. And so what we do is we just begin to speak the truth over them. И это уже, считайте, вот третья часть битвы уже одержана победа. То есть то, что мы начинаем делать, мы начинаем говорить истину над ними. Remember, Jesus is already at work. Помните, что Иисус уже работает, Он работает в жизни каждого. And remember, Jesus came to destroy the works of the devil. И помните, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. So we just begin to speak the truth about what Jesus did on the cross over this person. Поэтому мы начинаем говорить истину над теми людьми, истину о том, что сделал Иисус для них на кресте. And when I do deliverance, I actually have them pray the prayer. I have them do the deliverance. И вообще, на самом деле, когда я провожу освобождение, не я молюсь, а я делаю так, что они молятся за свое собственное освобождение. One of the big things, one of the big, probably spiritual forces that I see most often is the spirit of fear. И один из самых распространенных духов нечистых, который держит людей, это дух страха. I don't know why, but that just seems to be true for me. Вот не знаю почему, но вот по крайней мере в моем случае это вот большинство случаев.
So if I sense that someone is battling the spirit of fear, I begin to have them declare the truth over themselves. И поэтому, когда я вижу, что человек сражается с духом страха, я помогаю ему начать провозглашать истину над собой, истину и взять власть над страхом. And I'm pretty sure some of you are already with me on this, but I'm going to declare God has not given you the spirit of fear. Например, я могу научить их цитировать Писание, что Бог не дал мне дух страха. This is the truth. И это является истиной. They want to be free. Они хотят быть свободны. Jesus wants them to be free. Иисус хочет, чтобы они были свободными. It's very easy to partner with that. Очень легко с этим начать сотрудничать. Unless I'm afraid. No, if I'm afraid, if I have the spirit of fear, I'm not going to be much good to anyone. Если я сам боюсь, если у меня у самого дух страха, не поможет. So that's what I meant by I have to be self-aware first. Поэтому в первую очередь мне нужно понимать свое состояние, кто я. So I'm gonna do with everybody that's listening right now what I would do to someone who I sensed had the spirit of fear. Я сейчас хочу сделать с каждым из вас, кто слушает, точно так же, как если бы я это сделала с человеком, который нуждается в освобождении от страха. So the whole process begins with what we would call an interview. Interview. Весь этот процесс начинается с того, что мы называем интервью. And it would look like just having a conversation with the person. И первое, оно выглядит так, что ты просто разговариваешь с человеком. Now, sometimes, demonic forces don't want you to talk to the person. И иногда демонические силы не хотят, чтобы ты поговорил с человеком. But my experience is that I can always talk to the person. Но в моих ситуациях я чаще всего был способен разговаривать с людьми. Even if the demon tries to talk, I can still talk to the person. И даже если демон начинает говорить, я все равно могу говорить с человеком, говорить человеку. So we're going to talk to them and find out what's going on. И я начинаю говорить с ним и узнавать, что происходит. And if in that interview I find out that they've got the spirit of fear, I'm going to do with you what I would do with them. И если я узнаю, что, например, этот дух страха, который держит этого человека, то я сделаю с ними следующее, вот то, что я сейчас с вами сделаю. Now remember, I'm not afraid. И I'm not afraid. могу это делать и принести освобождение только если я сам свободен от страха и я не боюсь. That I actually have joy. У меня есть радость. Jesus, Hebrews says Jesus was anointed with the oil of gladness above his companions. И сказано, что Иисус, в послании к евреям сказано, что Иисус был помазан радостью более, чем кто-либо другой. That's not often our picture of who Jesus was, though. И это не всегда, на самом деле, наша картинка Иисуса. But Jesus was the happiest guy in the room. Но на самом деле Иисус был самым счастливым парнем среди всех. So if I go into a room where someone needs deliverance, I want to be the happiest guy in the room. Поэтому если я нахожусь где-то с человеком, который нуждается в освобождении, я хочу быть при этом самым счастливым человеком на этом месте. And I can just tell you this, the enemy has no idea what to do when we're joyful. И я могу вам сказать следующее. Враг понятия не имеет, что будет происходить, если мы радостны. The enemy has no joy because joy is a fruit of the Spirit. У врага нету радости, вообще нету радости, потому что радость является плодом Духа Святого. So if I have joy, I've already won. Поэтому если я в радости, то я уже победил. So if they have the spirit of fear, here's what I'm going to say to them. I'll say, pray this, declare this after me.
И если у этого человека есть дух страха, я скажу ему, помолись и повтори за мной, провозгласи это со мной. So, Jenya, I want everybody to do this. I'll say it to you. You say it in Russian, then I want them to say it. Я хочу сейчас, чтобы мы все это сделали. Я буду говорить на английском, Женя переводить, и вы тогда повторите за Женей. God has not given me the spirit of fear. Бог не дал мне духа страха. Good. I have the spirit of power. У меня есть дух силы. I have the spirit of love. У меня дух любви. I have the spirit of a sound mind. И у меня дух целомудрия, здравого мышления. I carry the spirit of love. Я несу дух любви. I carry the spirit of power. Я несу дух силы. And I carry the spirit of soundness of mind. И я несу дух здравого мышления. That's who I am. Это то, кто я есть. On the cross, Jesus bore every curse На кресте Иисус понес все проклятие, so that I could receive his blessing. чтобы я мог принять Его благословение. The enemy has no power over me. И враг не имеет никакой власти надо мной. No unsettled claims against me. Никакое No unsettled claims. unsettled claims. It's all been done on the cross. То есть все совершено на кресте. And I'm a child of the King. И я являюсь детем царя. That's who I am. Это то, кто я есть. I'm his, Я его, and he is mine. и он мой. I belong to him. Я принадлежу ему. No power of the enemy can change that. И никакая сила врага не может изменить это. God has not given me the spirit of fear, Бог не дал мне духа страха, but of power and love and a sound mind. но силы, любви и здравого мышления. Amen. Аминь. And so that's what deliverance looks like to me. That's like, Что выглядит для меня освобождение. it's actually very peaceful. Оно вообще происходит очень мирно, мирным образом. It's actually very joyful. И оно происходит радостным образом. It's just declaring the truth. Это провозглашение истины. And to pull this message all the way back around. Just keep... To pull this message all the way back around, it is partnering with heaven, because heaven is already in the room. И если связать вот то, что я говорю вам, освобождение с тем посланием, которым я поделился раньше, то это, другими словами, освобождение — это сотрудничество с небесами для того, чтобы принести свет. Amen? Аминь. There it is. Jenya, please say, I just want to say, like, I really do. We love this church. Мы любим вашу церковь. Love the people that we're getting to meet, getting to know. И вы такие замечательные люди. Я полюбил всех вас, просто видеть ваши лица. And we're here for you. We'll help you. We love you. It's an honor to meet with you. И мы здесь для вас. Это для нас честь встретиться с вами, послужить вам и быть открытыми для вас. Yes, in Jesus' name. Да, аминь. All right. Well, until next time, Jenya, David, just want to say thank you and bless you. So much. Thank It you was so so much, good, Carl. so clear. And claps there, Michael. Thank you. All right, guys. God bless. Thank you. Bless you. Bless See you next time. Bye-bye. Yes.
Thank you, Папа Карл. Thank you. Ну хорошо, слава Богу. Хорошо. Мы тогда будем уже заканчивать, но у нас есть еще пророческие слова, вот, которые подготовили Миша и Таня. И я сейчас попрошу, я передам вам микрофон, но я опять же хотела напомнить про пожертвование. Танечка, наверное, уже выслала, да, выслала все координаты, как ей отправить. И еще раз я хочу сказать, Карл отказался от всех пожертвований, поэтому мы хотим собрать на миссию, мы хотим благословить Светлану, мы хотим благословить Индию, мы хотим, чтобы этот свет, он сиял. Я знаю, что свет действительно светит там, и они действительно меняют атмосферу в этом городе, в Калькутте. Вот, и для нас это честь и привилегия участвовать хотя бы финансами, да, в том, что они делают, хотя бы в этом. Поэтому я бодрю вас. И если даже это небольшая сумма, спросите у Господа, Бог вам скажет, сколько. И я верю, что мы также на молитвенных будем молиться за Свету и за служение ее в Индии. Вот, поэтому спасибо. Вот, я передаю микрофон. Кто первый? Вы решите сами. Миша, Таня. Таня, Миша. Да, дорогая церковь, хотелось бы поделиться пророческими словами. И первое, что я услышал, первое пророческое слово, вот, и слово «знание», дата 19 мая. Может быть, для кого-то значит это число. Если да, то можете, пожалуйста, поднять руку, либо сказать микрофон. Вот, может быть, это день рождения или там какая-то дата для вас значимая, или ваших близких. Так, ну хорошо. Ну, Миша, я единственное, что могу сказать, во-первых, были люди, которых сейчас нету, вот, которые вышли из Зума, вот. То есть, может быть, кто-то, кто вышел, вот, либо есть еще люди, которые будут смотреть видеозапись, и тоже может быть, но, поэтому если кто-то смотрит видеозапись, вы можете написать, связаться с Мишей, со мной или с кем-то и дать знать, вот, поэтому все равно поделись этим. Да, и пророческое слово для вас, это я чувствую, что в вас есть сильный пророческий дар и благодать слышать голос Божий ясно и четко. Просто развивайте его, двигайтесь, слушайте Духа Святого, Он будет вас вводить дальше. Вот. И следующее пророческое слово, и слово знания насчет этого, это... Здесь есть люди, у кого есть домашние животные. Вот. Да, вот Надежда, Светлана, Флюра, Елена. Да, и это просто слово знания, пророческое слово, которое я услышал, это то, что я увидел над вами помазание, ободрение и утешение. У вас есть проницательность и глубокая связь со Святым Духом, чтобы обнаруживать дары в других людях, и Он будет показывать вам этих людей, и вы будете как сосуд, через который изливается откровение в сыновстве, и вы будете поднимать в этих людях Божий потенциал и провозглашать их истинную идентичность их в Боге. Аминь. Так, передаю слово Татьяне Монаховой. Здравствуйте, церковь. Я кому-то уже говорила, рассказывала историю, которая со мной произошла вчера. Я сначала немножко, чуть-чуть засвидетельствую и скажу, что это связано вот с пророческими словами сегодня. Вот. Вчера мы готовились к тому, чтобы смотреть Пола Рапли в 9:30, завтракали, сидели с Игорем, и он включил телевизор. И по телевизору шел фильм о людях очень сложной, тяжелой профессии,
о линейщиках, о электриках, электромонтерах. И вдруг я просто как-то в этот фильм вот просто, ну, вот так обратила внимание на людей вот этой профессии. Вот Бог выделил людей этой профессии, людей, которые связаны с электричеством. Я сначала не придала этому значению, слушала Пола, потом мне надо было ехать на работу. И когда я поехала на работу, меня просто Бог повел молиться за всех людей, которые связаны с электричеством. Он начал мне давать и напоминать, что мой зять Дима связан с электричеством, он электрик. Я начала молиться за всех электриков, начала вспоминать, кто у нас электрики. Господь, я говорю, ты не зря мне вот напомнил через этот фильм для этих людей. Он просто выделил вот эту профессию вчера. Я рассказала уже некоторым. И первое, я хочу ободрить, что некоторым людям Бог говорит даже через телевизор, потому что сейчас на изоляции у нас новый формат, мы много сидим, общаемся через телевизор, и он будет с экрана телевизора говорить многим. Вот. Мы можем сотрудничать в этом даже с ним. Но на этом не закончилось. Я помолилась за электриков, отдала это Богу. И потом, через некоторое время, буквально через 2 часа, у меня по телефону раздался звонок. Звонил молодой человек, который попросился на массаж. И я ему сначала отказала, нет, я говорю, не беру мужчин. Но на сердце у меня было так, взять его на массаж. И он приходит вечером, мы начинаем с ним общаться, и мне такое все, помолись за него. Я думаю, что я буду за мужчину молиться как-то так. И разговор все дальше движется, я ему уже все про Бога говорю, массирую. Я говорю, а какой вы профессии? Он говорит, я электрик. Я так говорю, и я ему говорю, вы знаете, Бог любит вас, Он заботится о вас, Он видит вас. И когда я молилась утром за электриков, за всех, кто связан с электричеством, те, кто прокладывает электропередатчик, электромонтеры, электрослесаря, все, вы кого знаете, для них есть слово ободрения. Я молилась и просто высвобождала безопасность для этих людей. И Бог мне прямо напомнил говорить Псалом 90, что Он есть забота сверхъестественная об этих людях. Я просто хочу сказать, у всех, кого есть электрики, и те, кто связан с электричеством, Господь, что вы живете под кровом Всевышнего, и вы покоитесь под Его сенью. И Господь, Он прибежище ваше и защита ваша. Он видит ваш труд. Он избавит вас от сети ловца, от гибельной язвы. Господь, Он вас убережет. Вы можете просто читать этот псалом и надеяться на Его помощь. Он видит эту профессию, сложную и трудную. И есть забота и водительство Божие для людей этой профессии. Передайте, что Бог, Он просто простирает свои руки для всех электриков, линейщиков, электромонтеров, электрослесарей, благословляет и защищает их. Аминь. Кстати, я помолилась за этого мальчика-электрика вчера. Он сегодня уже был на массаже, и он исцелился. У него спина болела. Он мне сегодня свидетельствовал о том, что он пришел от меня такой измененный. Он ночью лег спать спокойно, и у него внутри атмосфера была покоя, любви. Он лег, говорит, мне было так хорошо, Татьяна, после посещения вашего массажа. И я просто увидел это, защиту, любовь Бога. И у меня не болит спина, мне легче, мне намного легче, моя мышца расслабилась. Вот. И самое главное, вы знаете, еще что произошло? Когда он ушел, я сказала, заплатите за массаж. Сказала ему сумму заплатить. И он заплатил почти в 2 раза больше. Я ему перезвонила и говорю, Владислав, вы заплатили мне больше. Он говорит, я хотел это сделать. Сегодня он был на массаже и опять мне заплатил больше, чем мог.
Ну, он должен был заплатить. Я сегодня снова молилась за него, рассказала еще больше об Иисусе. Был прекрасный диалог. Я хочу сказать, что Бог защищает, любит людей этой профессии, и сегодня рука Божия на них сильным образом. Дима Стрелков, я видела, что Алена заходила сегодня и слушала проповедь. Это было для Димы тоже, Дима Электрик. Я ему передам. Но я не знала, что Алена сегодня будет. Я увидела и так была ободрена, что это слово тоже для Димы. Спасибо. Спасибо, такое классное свидетельство, вообще такое ободрение, здорово, замечательно, слава Богу. Вот, Танечка, ты можешь использовать то, что получил, просвидетельствовать, да, 5-минутное свидетельство, чтобы принять Иисуса. А я воспользовалась, кстати, я вспоминала, с чего начать, как сделать за 5 минут. Да. Хорошо. Супер, классно. Слава Богу. Do you wanna pray? Хорошо. Мы сейчас помолимся, закончим наше собрание. Надеюсь, что вы были ободрены, надеюсь, что Бог вам говорил, касался, вот, и просто слава Богу. Thank you, Papa, for this Спасибо, amazing папа, day. за Thank you этот that we heard such an чудесный день, amazing за word то, что from мы Pastor слышали такое Carl. замечательное слово от пастора Карла. We just Мы thank you for the благодарим Тебя wisdom за that эту He shared with us мудрость, today. которую Он поделился с Let it нами sink deep сегодня. into our Пусть это hearts and глубоко укоренится в нашем just a part of сердце who we и are. станет частью тем, кто мы And we just есть. release a blessing И over мы просто him. высвобождаем his благословение ministry, над his day. ним в его дни. Да, Отец, во имя Иисуса. Yes, thank you, Lord. Thank you. Anything Да, else? Господь, спасибо тебе большое, папочка. Пусть эти семена, это слово, оно принесет плоды в наших жизнях во имя Иисуса. Я не знаю, что происходит с нашими соседями. Ну, благословляем вас всех, благословляем ваши дома, вашу неделю, вот, и благословение над вами. Ну, хорошо. С Богом. Ваши соседи получили помазание.